Мы, Рома и Аделя. Ровно полгода назад мы бросили наши работы, приостановили учебу и отправились в самое большое путешествие в нашей жизни. Мы увидели величественную швейцарскую природу, целый месяц жили в трейлере посреди Италии, развенчали все стереотипы об Албании и убедились своими глазами в том, что такая страна, как Северная Македония, действительно существует. Последние 2 месяца мы путешествуем по Турции, и с каждым днем мы все больше понимаем, что эта страна содержит в себе целый мир. Восточный, загадочный, особенный мир. В прошлом выпуске мы показали вам Мардин. Сверху будет ссылочка, если вы вдруг пропустили. В этом же выпуске мы поделимся историей нашего, пожалуй, самого необычного опыта каучсерфинга в Турции. Так сложилось, что каучсерфинг стал неотъемлемой частью наших путешествий. Еще задолго до того, как мы с Аделей начали наш Big Trip в сентябре 2020 года, я гостевал по каучсерфингу в таких странах, как Венгрия, Греция, США и Мексика. Например, в Мексике мы с моим американским другом остановились у парня, работающего в Министерстве туризма. Несмотря на довольно важную должность, он водил нас по самым отбитым барам города, где бармены прямо при нас обменивали ворованные телефоны на наркоту, и где я впервые попробовал... Нет, не кокаин. Я попробовал скорпиона. Точнее, шот со скорпионом. Но эта история требует отдельного выпуска, так что расскажу как-нибудь в другой раз. Уже тогда каждый такой экспириенс был особенным и приносил столько эмоций и впечатлений, что я, честно говоря, недоумевал, почему так мало людей пользуются этим сервисом. Ведь каучсерфинг — это абсолютно бесплатное проживание в любом городе мира, знакомство с интересными, порой даже необычными людьми и бесценный культурный опыт, который ты никогда не получишь, находясь в отеле. В нашем путешествии мы с Аделей продолжаем использовать каучсерфинг и с каждым разом все больше убеждаемся, насколько это круто. Мы это сделали. Мы дошли до нашего хоста. Тук-тук. Ой, Свет гаснет. а там много людей. Может, какие-то гости, друзья, может, это ВГ такое? Может, семья. Может, семья вообще? Так, окей, никто не открывает. Наверное, мы пришли в правильное место, потому что этаж тот же, квартира та же. Hello. Hello. Hi. Hi, Merhaba. Hello. welcome to. Okay. How are you? Good. Good. And you? Hello. Good. Fine. My sister, Ага. my brother, Ага, my окей. mom. Ага. Ага. Тут здесь живет вся семья. Hello, мераба. Мераба. Hello. Merhaba canım, merhaba. Так, как поднимаемся? Eşyalarınızı şuraya. Çanta. Окей. Wow, very good. Great. Çok güzel. Beautiful, very beautiful. Bugün ailem ve dayımları birazdan almaya gideceğim. Burada barbekü partisi var. Today I'm going to pick up Uncle and my family in a minute. There's a barbecue party here. Okay. Yes. Çok güzel. Okay. All right. Thank you very much. В общем, мы заселились к нашему хосту. Он сказал, что он живет один, но сегодня большая вечеринка у него дома, поэтому здесь собралась вся его семья и будет барбекю. Вау. Что еще можно вообще хотеть от каучсерфинга? Выпустили на свободу. А то он сидел в какой-то маленькой клетке. Так, все мужчины вышли, чтобы делать барбекю, а женщины остались внутри. Аделя там тоже. Я сейчас должен делать вид, что я тоже что-то делаю. Да, ну вообще тут такая ситуация, то есть все мужчины поднялись на террасу, чтобы делать барбекю, но готовит его только самый старший, все остальные просто стоят, общаются. Йок. Arya. Так, ну рассказывай, чем вы там занимались, девчонки. Мы сидели, болтали, и мы болтали на турецком, практически не пользовались даже переводчиком вообще. Я сначала не поняла, куда вас увели, спросила, что это там делают мужчины. Оказывается, просто разжигается мангал, да?
Да, и работает один человек только. То есть Все вот остальные самый лясы старший. точат. Ну да, но на самом деле так особо не общаются, просто стоят и так Да? по-мужски молчат. Ага. То есть Мгм. переводчик даже не нужен. Не, мы там вообще не смолкают ни на секунду. То есть твой турецкий лучше, чем ты думала, да? Ну, вообще да. Прям получается что-то понимать. Отвечать сложно, но понимать понимается, да. То есть мы как кузен и его турчанка на минималках. С нашей 1500 подписчиков. И с моим скудным знанием турецкого. Да. Так, пиратская версия. Да, пиратская версия кузена турчанка. Подписывайтесь. Tavuk. Я... Tavuk, Tavuk. cızbız. Ага, ага. Yes. Bunun üstünde kızaracak et. Tavuk. Когда ты живешь с местными, тебе очень часто предоставляется возможность заглянуть в их жизнь, прочувствовать ежедневный быт и увидеть, как они проводят свой отдых. Если убрать отличия в деталях, то в какой-то момент понимаешь, что люди повсеместно тянутся друг к другу. Güzel. Мгм. Окей. Будь это громкие тусы в Берлине, посиделки за роскошным ужином в Швейцарии или же семейное барбекю в Турции. Везде и всюду общение – это ключ человеческих отношений и главная составляющая нашей с вами культуры. Так, принесли мясо. Очень много мяса. Лук, помидоры, перчик и курочка. Вау. Лук прям в кожуре, прошу заметить. Вот так вот происходит турецкое барбекю. Такая атмосфера. Уютно. Очень уютно. По-домашнему. Ага. Спокойненько. Tavuk but, yes? Pirzola tavuk. Tavuk pirzola. Pirzola. Yes. Что такое перзоля? Не знаю. Попыталась ставить свои 5 копеек. Не получилось. Ну ладно. Просто что сегодня за день? С утра проснулись в пятизвездочном отеле. Днем гуляли по супер старинному городу, смотрели на Сирию. Сейчас на какой-то тусовке у огромной турецкой семьи делаем барбекю. Ни дня без приключений. Последние недели выдались и вправду очень насыщенными. Да что уж там. Уже как 8 месяцев мы живем в каком-то, мягко говоря, очень необычном ритме. 10 стран, более 30 городов, сотни интереснейших людей и тысячи стрессовых ситуаций, которые преследуют нас изо дня в день. Подходит ли такой лайфстайл всем? Конечно же нет. Подходит ли он нам? Абсолютно точно да. Emel hello. Merhaba. Türkçe. Türkçe. Biliyorum. Neden mi? Чего только стоит ощущение того, что ты находишься совсем не там, где ты должен находиться. Делаешь то, что, казалось бы, делать ты не должен. Сидишь где-то в небольшом городке в чужой стране и общаешься с незнакомыми людьми, несмотря на все языковые и культурные различия. Если это не свобода, то что тогда? Когда я думаю об этом, меня радует и то, что в нашем мире не только travel-блогеры могут вести подобный образ жизни цифрового кочевника. В дигитальную эру, а тем более в эпоху хоум-офисов, быть непривязанным к определенной локации и сопутствующему майндсету может практически каждый. Ne biçim yaranır? Вот, нас опять разделяют, то есть тут кушают девушки, женщины на полу, а мы будем кушать там, на кухне. Вот, так что, пока, Адель, увидимся, когда мы покушаем. Салат, yes? Salata, cızbız, mangal. Cızbız, ага. Mangal. Mangal, ага. Yes. Tavuk, Tavuk, ага. soğan, Ага. biber, Aslında teyzemin tabak Yeşil, kızıl yeşil, yeşil biber, kırmızı biber, soğan. Derken Çok güzel. Minne vallahi kalat. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler, afiyet olsun. Yes. Yok var yok Müslüman mı? О, teşekkür ederim. Так, мы тут все поели, почти почистую. Вот. Вообще интересно, что мы кушали тут, получается, на кухне, а женщины в другой комнате. Интересный момент, мы кушали без тарелок тоже, то есть мы использовали лаваши вместо тарелок, и лаваши кушали тоже. То есть вот такая какая-то тема, тарелки они не любят здесь. И мы попытались пообщаться, вот, даже что-то поняли. Я пытался у них расспрашивать вообще, на каком языке они говорят, потому что мне казалось, что, ну, они периодически говорят не на турецком, вот.
На что мне сказали, что это турецкий, но они все говорят еще на арабском, на курдском, на сирийском, то есть они знают кучу языков, но никто не говорит по-английски вообще. Даже наш хост, он пользуется переводчиком очень умело, но по-английски он не говорит. Найдите здесь шпионку не турецкую. Опа, вот она сидит. А да? Вот это обнаружили открытки две от каучсерферов из Украины. Какой-то Ойген был совсем недавно, 20 марта. И Оксана тоже из Украины была в октябре. Да, то есть тут много путешественников останавливается. Вау. То есть наш хост нам сейчас показывает всех людей, которые у него здесь останавливались за год. И это так круто, то есть он никогда не путешествовал, но благодаря каучсерфингу он встречался с людьми с разных стран, и по сути он путешествовал. Barcelona. Aha. Нашему хосту Гекхану гостеприимство точно не занимать. Уже больше года двери его дома открыты для всех желающих. Просто представьте, скольких путешественников он приютил за это время и сколько сил потратил на это дело просто так, безвозмездно. Именно благодаря таким, как Гекхан, и существует каучсерфинг. После того, как все поели, конечно же поставили вариться турецкий чай. Как говорят здесь в Турции, беседы без чая, что небо без луны. Чай здесь, кстати, пьют и дети. За этим долгоиграющим чаепитием, в котором стакан ни на секунду не оставался пустым, было отчетливо видно, насколько высоко стоит семья в списке ценностей этих людей. Независимо от возраста и пола, казалось, никому из присутствующих не было скучно или дискомфортно. Активные беседы продолжались допоздна, несмотря на то, что на следующий день многим нужно было вставать ни свет ни заря, чтобы успеть на работу. Это был наш последний день из 2 месяцев, проведенных в Турции. И мы безумно рады, что нам предоставилась возможность провести его именно так. В компании незнакомых, но в то же время близких людей. В чужом доме, где мы почувствовали себя как дома. В новом городе, который нас так по-родному встретил. Какой собака? Вот только вот тут живет Собакин. Он очень хочет кушать камеру. Очень сильно хочет. Спокойно. Спокойненько, кстати. Корёшек. Вот так вот.